Ну что ж, верша принесла плоды. Довольно много рыбы туда попалось. Значит, будет уха. А все на черный хлеб, смоченный чуть-чуть маслом. Кто это такие? Красноперки какие-то. Нормально так. Верша. Поставлю сегодня еще. Это значит, я совсем-то без рыбы не останусь. Один там здоровый такой. Все одинаковые. То ли караси, то ли, не знаю, красные. Красноперки, наверное. В таких рыбах я не сильно разбираюсь. Можно даже попробовать мелких-то на щуку поставить. Во, сколько рыбы. Таких бы я ни за что не поймал. Только на удочку. Здорово, здорово. Вот верша. Да, думал, что буду сегодня кушать. Вот оказывается, что я буду кушать сегодня. Жалко, хлеба у меня не очень много. Ну ничего, дополню. Вечерком поставлю снова эту вершу. Вот это инструмент. Браконьерская снасть. Ну, раз уж судьба послала мне такую вершу, значит, так положено. Вот сделал я снасть из джеркового спиннинга. Поплавок такой здоровый, поводок. Потом там двойник. Вот будет. Попробую сейчас одну небольшую рыбу поставить в качестве живца. А в этой катушке есть функция трещотки. Эта катушка называется Кардив. Шимано Кардив. Вот, там есть функция трещотки. Если щука схватит, она затрещит, когда будет тянуть. Ну и поплавок. Я буду смотреть на него в монокуляр. Сейчас отплыву, поставлю там где-нибудь посреди водоема живца. Посмотрим, может еще и щуку удастся поймать. Вот эти вот 3 рыбы пойдут на уху. Наваристая будет уха. Не 1 окунь, а 3 приблизительно. Ну, они, может, чуть поменьше, а может и такие же, бог их знает. Но 3 рыбы. Вот это будет уха. Сейчас почищу, помою. Для примера этот котелок 2 литра объемом. Вот такие вот рыбы. Должна быть сладкая уха. Ну что ж, почищу, помою. Хлеб-то у меня еще есть, конечно, их приманивать. Еще пачка муки, если что, я сделаю тесто. Так что без рыбы-то совсем я, наверное, не останусь. Это очень хорошо, потому что раньше я тут только щуку ловил, окуня. А вот таких вот не ловил. Это надо на удочку ловить. Ну или вот таким вот способом. Ну что ж, посмотрим. Сделаю только с луком, с черным перцем. А то думал, что мне завтракать? Яйца уже надоели. Ну вот. Буду завтракать. Ну и по сути обедать. Время-то уже, наверное, часов 12. Такие рыбы золотистые, аж с отливом. Кто это такие? Я, к сожалению, в них плохо разбираюсь. Ну, думаю, вкусные будут. Вот, буду делать уху. А для этого надо
сначала растопить печь. Рыбу я почистил на такие вот кусочки, порезал. Каждую рыбу на 3 части. 3 рыбы, 3 части. 9 рыб. Вон она какая. Будет, видимо, сладкая, наваристая уха. Одну луковицу туда. Пока больше ничего не добавляю. Что-то погодка портится. Тучи идут страшные, черные. Уже был сегодня, налетал дождь. Но вроде как ненадолго. Посмотрим, что будет дальше. Ну и ветер, конечно, приятно. Поставил я одну рыбу в качестве живца. Посмотрим, что выйдет. Вот ветер. Нехорошо, нехорошо. Песок тут везде. Падает всюду песок. Такой вот еще хвостик. Красные хвостики-то. Еще и сверху песок. Дым пошел. Сварю, когда пена уйдет, тогда добавлю еще туда черный перец. Надо, кстати, сейчас посолить. Вот и все, уха по-селигерски. Вот варится уха. Сначала она такая мутная. Надо вот пену будет снять. Потом будет прозрачная. Важно, чтобы пена не испортила все дело. После того, как я сниму пену, я добавлю туда черный перец. Печь раскалилась. Чуть ли не 400 градусов. Но начинает вот чуть-чуть охлаждаться. Но это не важно. Сильно горячая печь. Сухими дровами зарядил хорошими. Ну, тут вот палочки всякие. А под печью находится НЗ. Это хорошие сухие дрова. На случай, если придется разводить в непогоду. Ну, в общем, тут для печи тут полно дров. Для костра приходится поискать. Потому что тут, видимо, пожгли все давно. Ну, можно найти. Каждый вечер устраиваю костер. Греюсь, сушусь. Чай пью, компот варю. Вчера, кстати, не варил компот. Потому что еще остался, надо допить.
Компотной смеси не так уж много. Конечно, на все время пребывания мне не хватит ее. Ну, растянуть надо удовольствие по возможности. Прикрыл от дождя, как обычно. А поплавок где-то там плавает. Пока никаких щук не поймалось. Но еще несколько живцов сидят в ведре. Буду им менять воду время от времени. Потом, может быть, жерлицы сделаю. А потроха рыбьи я решил бросить на муравейник. Вот тут вот сидят рыбы в этом ведре. Так, надо его в тень убрать будет. Вот они. Ну там они возле самого дна. Вот туда на муравейник я положил потроха. Опять что ли дождик начинается? Ну вот, дождик прошел. Пришлось скрываться тут под тентом. Сейчас пойду рыбу менять живцам. Вот капли дождя. Налетел дождь. Лодку я подсдул немножечко. Сейчас опять буду заряжать повербанк. А уха получилась своеобразная. Немножко вот горечью какой-то отдает. Это рыба такая специфическая. Из окуня лучше уха, но тоже очень вкусная. В другой раз я их, наверное, пожарю, эти рыбы. Само мясо рыбы нежное, вкусное. В общем, объелся я, все даже не смог съесть. Потом чуть попозже доем. Ну а сейчас... О как! Птица в воду. Бульк охотится на рыбу тоже. Ну а сейчас поменяю воду живцам. Вечером, может, жерлицы сделаю. Ну, буду отдыхать. Цель этого путешествия — это отдых и развлечения. Такие вот.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران. خیلی دلم میخواد دستم بیاد چیکار باتون میکنم. Ой, как после ухи приятно полежать на солнышке. Дождь прошел. Делать ничего не надо. Планы какие на сегодня? Дрова заготовить. Но я уже приметил там кое-где. Варить компот. Вечером что готовить? Но еще я всю уху не доел. Может, там выловится щука? Кто его знает. Вот, кстати, про радио хочу сказать. Когда был дождь, я под тент убежал, а антенна у меня вот тут приделана. Ну, я, конечно, отключил и со встроенной антенной решил попробовать. Совсем не то. Вот надо думать, как бы антенну побольше устроить. Здесь эта антенна, ну, метров, не знаю, метра 4. Вот. А так хорошо прямо на верхушке деревьев туда. Была у меня мысль, как вот изобретатель радио Попов делал, с помощью воздушного шара. Но этот шар надо надувать прямо здесь. В принципе, это возможно. Водород надо получать. Ну как? Химическим путем, скорее всего. Раньше были так называемые шары-прыгуны. Такое развлечение, когда шар уравновешивает не полностью вес человека, а оставляет килограмм, допустим. И надев такой шар, можно было совершать огромные прыжки. Сейчас что-то как-то это не пользуется популярностью. Как получали водород для шаров-прыгунов? Брали ферросилиций. И со щелочью в присутствии воды вернее сказать, что реагирует он с водой в присутствии щелочи. Выделяется очень много водорода, но ферросилиций для похода тяжело. Можно какие-нибудь гидриды взять, гидрид кальция там, допустим. Ну, чтобы надуть один шар, его потребуется немного. Тот же самый литий, в конце концов, который есть в батарейках. Вот. Надуть шар. К нему привязать рыболовный шнур тонкий. Тончайший, либо леску. Но лучше шнур, он прочнее. И запустить этот шар. Вот. Он поднимется высоко над деревьями. Вопрос другой, как туда затащить антенну. Ну, можно как в мультике про Винни-Пуха, когда пятачок стрелял из ружья. Привязать к этому шарику небольшой грузик. И, заметив, что он перелетел через высокую ветку, сбить его из рогатки, например. Конечно, это не просто все. И
и потом подтянуть за эту веревку и поднять туда уже антенну. Либо взять где-то тонкую токопроводящую проволоку, легкую, и привязать к этому шару. Толщина большая для антенны не нужна. Ну, как бы она желательно, но не обязательно. Конечно, в итоге можно просто закидывать с помощью той же рогатки. Метров 10-20 будет оно над землей. 20, конечно, лучше, ну хоть сколько. Ловить будет восхитительно. Ну, в принципе, и так ловит. Это все размышления от лукавого. Вряд ли когда это удастся сделать. Хотя, кто знает. Шарик с водородом, антенну. Но опасно с точки зрения грозы. В летнее время такие эксперименты. Был у Ломоносова один коллега, запускал шарик во время грозы. Или змея. Змея он запускал, да. Убила молнией. Так что все это надо учитывать. Я вот даже смотрю на трубу печки. Думаю, а вдруг молния как шандарахнет туда. Что делать? Но с другой стороны, тут деревья. Скорее в них ударит. Это уж как Бог даст. Вот такие вот размышления после ухи. Эксперты мне, кстати, объяснили, что за рыба. Это красноперка. Но в другой раз, если поймается, попробуй пожарить. Потому что уха, но из окуня лучше гораздо по вкусу. Мясо у нее нежнейшее, у этой рыбы. Надо пробовать жарить. Кости, ну, как сказать, есть кости. Но не очень много. Терпимо. Ну, теперь верша есть. Буду думать. Хлеб еще тоже есть. Может, что еще и поймается. Кто знает.
Вон там вдалеке моя стоянка. Вот она. Палатка видна. Ах, трясется. Вот. Вот моя стоянка. Это вид с острова с 10-кратным увеличением. А я решил прогуляться на остров, напротив который находится. Ну, расстояние тут несколько сотен метров. Ну, может, до 500 метров. Не знаю я сколько. Вот. И нашел тут интересную вещь. Решетка. Какая-то старинная. Да вообще сегодня много чего нашел. Обувь нашел 73-го года выпуска, женскую. И задумался. Вот, наверное, девушка молодая была в 73-м году на Селигер. В какой-то поход ходила. А сейчас это уже бабушка, которой 70 лет или больше, если она жива. Вот такова наша жизнь. А ее обувь осталась. И подметка резиновая, вообще как новая. Вещи нас переживают. Вот лодка. Сейчас вершу поставил. Жерлицу. Ну, что-то живца как-то я кривовато насадил. Не знаю, что выйдет из этого. Не сдохнет ли он. Солнце там вот. Солнечная дорожка. На острове на этом ничего нет интересного. Только вот елка вот такая красивая. Огромная елка. Ну и там заросли какие-то. Видимо, кабаны тут тоже ходят, помет их есть. Ну, сейчас что-то ветерок налетел. Неприятный. Да еще такой встречный ветерок. Поплыву назад. Что делать? Вон туда, где моя палатка, на том берегу находится. Сейчас еще надо пару бревен найти. Костер уже начинать разводить, печь зажигать. Тут елки. Вот они. Красивые елки. Вот, зажигать печь надо. А что готовить, даже не знаю. У меня, в принципе, немного ухи осталось. Могу разогреть, поесть. Вот солнечная дорожка. Там запад. Солнце заходит. Может, картошку пожарю. Посмотрим. Ну вот, вечер наступил. Много дел сегодня сделал. 3 жерлицы поставил. Вершу опять снарядил. И вот решил пожарить картошку. А тут костер. Компот буду варить. Уже темнеет. Луна. Очень тут красивая луна. Почему я стою в этом месте, не пошел на само Щучье озеро? Потому что здесь открываются красивейшие виды. Вот слушаю румынское радио. Какие есть радио на средних, точнее на коротких волнах? Китай. Вот румынское бывает. Ну, редко арабские какие-то. Даже порой африканские. Ну и другие разные. Осталось немного перепелиных яиц. Думаю, их тоже использовать. Пожарится картошка. Добавлю туда яйца. О.
Почти 10 часов. Еще ухи осталось там немного. Рыба это. Надо доедать головы там. Завтра, если поймаю на вершу, пожарю рыбу эту. Стул убрал под тент, чтобы там сидеть, когда дождь. Вот это для печки дрова. Хватит мне на сегодня и останется. А вот для костра дров не очень много. Вот только лишь. Ну, надеюсь, на компот хватит. Сварить как следует компот, чтобы минут 40 прокипел. Из гнилья тут горит костер. Ну, ничего, горит и горит. Так, главное, чтобы картошка не сгорела. Вот она. Ох, и ароматная. Сейчас яйцо добавлю туда. Печь, конечно, позволяет готовить в свое удовольствие. Ну вот что получается. Сейчас чесночку добавлю туда. О. И все, можно уже есть практически. С чесноком, с пряностями. Очень даже здорово. Ну вот, день практически завершен. 11 часов. Варится компот. Ну, его я завтра буду пить. А на печке чайник стоит. Сейчас чай заварю, попью чай. И пойду спать после этого. Все, сегодня хорошо было. И рыбу поймал на вершу. Сварил ее. Поставил жерлицы 3 штуки. Плавал на остров. Компоту варится еще минут 20. Потом разведу костер посильнее. Вот из этих вот коряк. Похоже, это ольха, потому что дым такой, запах благородного копчения. Очень интересно. Там луна. Такая красота. Жаль, камера это не может передать. Печи раскалилась, там все. Видно красные стенки. Конденсат возникает, когда перекрываешь ее вот заслонкой. Когда она работает в режиме тления, так сказать. То так конденсат. Потом, когда его на полную мощность включаешь, все это выгорает, остаются белые следы такие от конденсата, от этого. Ну, в принципе, печь очень экономична. Чтобы приготовить ужин, мне хватило таких вот пары веток. Если бы костер я использовал, конечно, гораздо больше бы потребовалось. И удобство как бы работы с печью несопоставимо с тем, как с костром. Что вот такой костер, он для тепла. Это как камин, по сути. Ну, можно сварить что-нибудь, да, вот как компот. А жарить, например, на нем это проблематично. Или сгорит все, или самому там находиться рядом, мешать тоже как.
сложно. Лопата вот помогает работать с костром. Угли складывать куда нужно. Чайник уже закипает. Когда дрова хорошие, сухие, чайник быстро закипает. Когда гниль какая-нибудь или сырые, то тогда, конечно, горит печь не очень здорово.